Всем привет! Сегодня у нас с вами вот такие красавицы. Это башкирские сорта. У нас сегодня с вами на обзоре башкирское ассорти. Закусывать также мы будем белыми десертами ассорти. Итак, давайте приступать. Давайте пойдем сверху. Так, первый у нас бархат. Бархат, мрамор, сандин. Вот они у меня здесь. Здесь у меня сандин и лазурит. Говорят одно и то же. Ну нет. Как для меня бархат и лазурит это не одно и то же. Они схожи, но не одно и то же. Как всегда, сначала хрустим, затем описываем. У него очень красивый цвет, голубовато-сероватый. Какой он классный. Итак, бархат плотный, но в то же время можно откусить его от большого кусочка. Поначалу сухой, сухо откусывается, затем быстро намокает и обволакивает. У него нет сильного залипания, он в ирисочку тугую хорошо разжевывается. У этого кусочка есть мелкий-мелкий скрип, но он ощутим в самом-самом конце после полного разжевывания. То есть я его разжевала, и такие мелкие-мелкие-мелкие частички. Вкус обалденный. Влажной земли после дождя, не ливня, а вот именно после такого легкого дождичка. Вкус мокрой земли. Я еще чувствую вкус вымытого подъезда. В нем присутствует вот эта вот приятная нотка сырости. Классный сорт. Как-нибудь сделаем из него пасту. Так, следующий у нас Уфимочка Монолит. Вот такая красавица. Тут и желтый, и оранжевый, и белые прожилочки. Она действительно монолит. Смотрите, какая красивая. Очень красивая. Плотная. Вот у меня здесь есть Уфимочка Лайт. Так, все не влезло. И видите, она какими кусочками. Этими отличается Уфимочка Монолит, она идет вот такими плотными кусками, а Уфимочка Лайт, она идет уже крошечкой. Давайте пробовать. Хоть она и плотная, но при укусе она вот так разлетается. То есть ее кусаешь, и она прям крошится. Угу. Так, по поводу Уфимочки. Когда вы начинаете откусывать, она тут же разваливается. Как бы она комфортная для зубов. Это по виду она плотная, а на самом деле вот при укусе она разваливается. Очень сильно залипает. Прям очень. Ну, башкирские сорта, они все липучие. Но она очень сильно залипает. Вкус яркий, вкус мокрого леса, разнотравья, луговых трав. Такой хороший травянистый вкус. Его нужно обязательно перебить. И она чистая, не скрипит.
Есть у меня вот такой красивый кусочек Белой горы. Так, следующая у нас лаванда. Тоже очень-очень красивая, очень яркая. Посмотрите только на эту красоту. Очень красивая, разноцветная. Крошится. Видите, каких только цветов нету в ней. Чувствуется, что маслянистая и залипучая. Давайте пробовать. Скрипит с ярким вкусом красок акварельных. Структура, как у пластилина, залипает все. Вот все-таки я дала второй шанс, и второй раз она мне не зашла. Прям не мое. Так, и вот этот акварельный вкус надо перебивать. Он очень яркий. Кузя. Так, следующий у нас Вера. Вера, моя любимица. Она такого молочно-серого оттенка. Плотная. Вот такая структура у ней. Прикольная. Также погрызу, потом опишу. Итак, Вера. Она плотная. От большого куска будет тяжело откусить. Откусывается она сухо. Поначалу она сухая, с ярким вкусом пыли. Такой строительный. А затем, когда она намокает, растворяется, она образует тугую ириску, которая залипает. Залипание не такое, как у астаны, чуть послабже. Какой у нее классный вкус. Я бы ее даже к калиновым глинам отнесла, потому что в ней присутствует мокрая побелка, мокрая пыль, мокрая земля, вкус вымытого подъезда, подвальный вкус, вкус в некоторых кусочках сырости, слегка меловая, причем мокрым мелом отдает. Очень классный сорт. Некоторые кусочки абсолютно чистые, некоторые кусочки имеют
незначительный скрип мелкий. Классная, очень классный сорт с ярким вкусом. Его нужно перебивать. Следующий сорт у нас кудряшка. Кудряшка. А вот это Зульфия. Как говорится, найдите 10 отличий. У меня вот такое подозрение, что это один и тот же сорт с разными названиями. При распаковке я их пробовала, и они мне показались очень и очень схожи. У них структура одинаковая, цветом они одинаковые. Сравним. Кудряшка. Вот она плотная, скрипит, при укусе рассыпается. У нее вкус мокрой мыльной земли. Мне хорошо она дает привкуса мыла. Она терпкая, вкус трав, вот эта вот мыльная нотка, не ярко выражена, но она чувствуется. Вкус пыли и вкус мокрой земли. Вот сейчас я перебью вкус и попробуем Зульфию. Давайте сравним с Зульфией. Это одно и то же. Структура один в один. Знаете, что удивительно? У нее нет такой яркой ноты мыльной, как в кудряшке. Откусывается так же. Во рту себя ведет точно так же. Вкус одинаковый. Разнотравие. Мокрой земли, мокрой пыли. Нет, в послевкусии у Зульфии тоже есть легкая мыльная нота. Видать, все зависит от куска. Также поскрипывает. Короче, для меня кудряшка и Зульфия это один и тот же сорт. В общем, одно и то же лично для меня. Надо закусить. Так. Здесь у нас сандин. Сандин. Тоже бледный серо-голубоватого оттенка с рыже-желтыми вкраплениями. Плотненький, жирненький.
весь вот такой вот структурированный. И когда его откусываешь, он распадается во рту на разные кусочки. Я бы сказала так, даже при укусе он разваливается. А бархат, он монолитный. Он монолитный, он откусывается одним куском. А сандин, он прям вот его кусаешь, и он прям разлетается. Как разваливается, как будто во рту. И по вкусу сандин более сливочнее. У сандина ярче вкус сливочности, ярче вкус мокрой земли, ярче вкус свежести. И если бархат для меня, лично для меня это мокрый чернозем, мокрая земля, то сандин для меня это мокрый лес. Прям с хорошей такой сливочностью. Чистый, не скрипит. Лазурит. Вот лазурит с сандином очень похоже. Прям очень. Давайте пробовать по вкусу. Но вот тоже, опять же, я вижу по структуре, что лазурит, он будет поплотнее сандина. Угу. Все-таки из этих трех сортов сандин более сандин самый неоднородный, рыхлый. Лазурит поплотнее сандина будет, ну а бархат самый плотный из этих трех сортов. Хотя вкусом лазурит и сандин очень похожи. Я обожаю эти три сорта. У лазурита чуть-чуть послабже вкус, чем у сандина. У сандина он чуть-чуть поярче, но они очень схожи. Лазурит тоже самый сливочный, мокрая земля, мокрая пыль. Для меня что сандин, что лазурит, это мокрый лес после ливня. Это пахнет мокрой травой, мокрой землей, мокрой корой дерева. Мокрый лес. Вот вкус мокрого леса. Обалденный, не скрипит, но иногда что в сандине, что в лазурите попадаются такие частички, как воздушный рис.